Времен, на старославянском написано. Вся история здесь же. В детстве меня мучил вопрос, каково быть другим человеком? Как другой видит тот же момент, что и я? Как он его ощущает? Как он радуется чему-то? Как он грустит? Неужели он настоящий? Я люблю разглядывать прохожих, детали их внешнего вида, слушать обрывки фраз и подмечать сокровенные, говорящие нюансы. Будто подсматривая в окна, ты застаешь человека в моменте его существования. Ты наблюдаешь чужую жизнь, но уже через мгновение вас разнесет в разные стороны улицы, да и жизни в целом. Один мой товарищ сказал, что в каждом мгновенном пересечении взглядов скрывается целая новая история. Ничто не вызывает у меня столь амбивалентных эмоций и ассоциаций, как люди. Жестокие, эгоистичные, необучаемые люди. Ищущий, вдохновляющий и вдохновенный человек. То стремящийся к идентичности, то бегущий от нее. Кажется, это был 5 класс. Мы стоим после уроков за школой, и я впервые вижу драку. Драку 2 детей. Один урок назад мы играли на перемене. А теперь в ушах звенят лишь удары детских рук. Пульсацией в висках отдается каждый прыжок победившего на голове побежденного. Я впервые видел ужасающее, застилающее глаза отвращение к другому живому существу. И больше всего я не мог понять, как возможно такое безразличие к другому, как возможно такое вопиющее пренебрежение интересами, да и просто сохранностью другого живого существа. Мы вырастаем и привыкаем жить в своем микромире из пары друзей, коллег и продавцов ближайшего круглосуточного. Мы считаемся с близкими, а с остальными хоть потоп. Мне всегда так странно, встречая другого человека в безлюдном месте, не здороваться, будто не видите. И вы проходите друг мимо друга, будто вы не представители одного вида, а просто голубь или крыса, пробежавшие мимо. Человек и человечество. Ты, торопясь прорывающийся через серую толпу на улице, и человек в толпе, прохожий, безликий, глупый или даже злой, прохожий, который все вечно портит, секундный, но многоликий персонаж. Другой. Я не говорю о том, что ты должен ставить знак равно между своими и прохожими. Нам, увы, далеко до этого. Я о том, что с другими нужно считаться. Объясни мне, почему твои интересы важнее интересов другого человека? Да, ты скажешь, на улицах и в жизни нам встречается уйма оголтелых нахалов похлеще любого из нас. И бывает, живешь ты в человеколюбивом расположении духа, а потом встретишь такого мужика или тетку где-нибудь на почте, задашь ей вопрос с соблюдением всех норм приличия, а она тебе в ответ огрызнется, нахамит, испортит в конце концов весь настрой.
Попытаться принять во внимание контекст ее бесноватости, подумать о том, что ее довело до такого состояния. Можно, конечно. И эта дедукция может стать даже очень увлекательной, но вряд ли она поможет тебе не раздражаться на подобных персонажей. Думаешь, меня прохожие не бесят периодически? Еще как бесят. И бывает, я хожу насупившись и чертыхаясь на одного из таких встреченных персонажей. Черт, но не нужно вестись на провокацию, ведь начни эмоционировать на языке работницы почты, это лишь усугубит ситуацию. Мир эгоцентричен в детстве, да. Все вертится вокруг тебя. И даже твои родные воспринимаются лишь как роли, как архетипические воплощения. Вот дядя, тетя, брат или сестра, бабуля и дед, твои мама и папа, которых ты знаешь всю жизнь, всю твою жизнь. Хорошо, если мировосприятие из подобного вырастает вместе с человеком во что-то менее инерционное и более адекватное. Когда мне было 25, я решил поговорить с мамой. 3 дня по 5 часов я слушал историю ее жизни, с момента, как она себя помнит, и до моего отъезда в Петербург. Кажется, тогда я впервые, насколько это возможно, доподлинно узнал человека в его процессе. В моей жизни вместо мамы как роли, как персонажа, неизменного и само собой разумеющегося, появилась личность в процессе. Личность, которая росла, шкодила, училась, выбирала, проживала те же годы, что и я, только чуть иначе, а однажды она еще и стала мамой. Я был очень рад такому запоздалому знакомству. Я люблю разглядывать прохожих, детали их внешнего вида, слушать обрывки фраз и подмечать сокровенные, говорящие нюансы. Будто подсматривая в окна, ты застаешь человека в моменте его существования. Ты наблюдаешь чужую жизнь. Один мой товарищ сказал, что в каждом мгновенном пересечении взглядов скрывается целая история. Начав видеть не роль, но личность, мы начинаем расти. Да, увидеть ее в прохожем сложнее, но много полезнее. Я не говорю о том, что нужно быть до омерзения дружелюбным. Нет. Достаточно просто по возможности не приумножать плохое. Сознательность накладывает определенный груз ответственности. Просто помни, пожалуйста, что прохожий такой же настоящий, как и ты.